Добрый день, представьтесь, как зовут вас? Бричиков Артем Олегович. Дата рождения? 02-12-90. Откуда вы? Город Вологда. Угу. Женаты? Да, 3 детей. 3 детей. Да, брак 2. Какой части вы служили? Звание, должность? Воинская часть 34667. Мурманская область. Отдельно 80-я бригада. Вы, наверное, там же и жили с семьей, да? Да. Угу. Вам там квартиру дали или что? Да. Служебное жилье. Служебное жилье, понял. Звание еще раз? Сержант. Сержант, понял. Чем занимались вы на службе в основном? Ваша ПВО. специфика? ПВО? Противовоздушная оборона, да. Противовоздушная оборона. Как долго вы служите? Со 2 марта 2015 года. Со 2 марта 2015 года. И когда вы зашли в Украину? 25 мая. Знали, куда идете, зачем идете? Ну, как сказать? Да как есть. Как есть. Вот такие люди. Ну, кстати, я еще спрошу. Вы же понимаете, что это добровольная у нас беседа, да? Да. И она для публикации. Да. Даете свое согласие Да. на такую беседу? Все нормально. Понял? А мне интересно, пока далеко не ушли отсюда, а зачем вы даете согласие? Зачем вы хотите стать публичным человеком? Я хочу связаться с семьей, чтобы семья не переживала, что я не погиб. А еще такой вопрос, а как вы думаете, зачем мы это делаем? Не могу сказать А вам. подумайте, он как бы не... Ну да, давайте подумаем в таком случае, раз Дмитрий задал этот вопрос, зачем мы вообще тогда делаем эти интервью? Ну, чтобы, наверное, поскорее все закончилось и... В общем, донести, да? Донести донести туда, до людей. что происходит на самом деле, вопреки тому, что рассказывают у вас по телевизору. Да. Ведь у вас по телевизору рассказывают или правду говорят? Ну, не могу сказать так. Понял, ну, неважно, не суть дела. Сейчас об этом мы во всем поговорим. Ну и плюс, опять-таки, чтобы ваши родственники пошли и что-то сделали для того, чтобы вас обменяли. А если вас обменяют, значит, отдадут кого-то из наших. Правильно. То есть, такова цель. Соответственно, это свободный разговор. И я уже, о чем я там спрашивал? Вот. Что я спросил? Вы говорите, как сказать? Зачем я зашел? Да, зачем? Вам объясняли, не объясняли, зачем идете? Вы понимали это, не понимали? Ну, мы держали просто линию обороны. Как бы. И, ну, освобождение от нацистов там. Это вам так Всё. сказали? Ну, это по телевизору везде говорили. О, видите. Так, ну что, много нацистов увидели, от многих ли кого-то освободили и так далее? Ну, увидел, нет, не видел. А где же не прячутся Не знаю. от нас? Не видал. Да там, как бы, ну, вообще. Но они есть? Нет. Но я не наблюдал. Понятно. А как вы их себе представляли вообще? Ну, жестокие, Да, это понятно. беспощадные. И кровожадные. Да. Ну, И злые разбойники. Шлемы с рогами, да? да не шлемы с рогами. Ну, просто какие-то не такие люди. Покажи то видео, которое ты уже ставил. Уже еще раз тогда покажем. Его в пабликах нет, и я надеюсь, не будет. Да. Вот так вы себе их представляли? Да. Да. Так, да? Тащи. Помоги, братан, за руки, возьми его. Так это же вы. Ну, ваши военные. Издеваются Не над надо другими. говорить слово военное, ваши фашисты. Ну да, Извини. нацисты, фашисты, рашисты, как хотите. Это... У меня даже слов нет. А подберите, прокомментируйте. Ну вы ж кого-то тут пришли от кого-то защищать, вот мы вам показываем, что вы делаете. Ваши, что они делают. Защищая кого-то тут от кого-то. Ну ладно, разобрались, похоже.
с тем, зачем вы сюда шли, или, точнее, что вам говорили, зачем вы сюда идете. Как вы думаете, где подтвердилась ли вообще цель вашего похода в Украину? Не могу сказать от этого, где подтвердилось. Ну, я, видно, неправильно спросил. Вот вы для себя как поняли? Вы и такие, как вы, вот военные российские, они в Украине вообще нужны? Я думаю, нет. Ну, значит, не подтвердилось. Ну, нет, как, что вот такого я не видел, что происходило. Понятно, такое. не, а без такого? Ну, фашистов здесь нет. Ну, я понял, так зачем тогда вы здесь? Не понимаю. Теперь совсем ясно. Расскажите тогда, ну, может быть, какие-то детали вашего пребывания в Украине. Как заезжали, что происходило и так далее. Вот. Историю просто. Заходили нормально, как бы спокойно, без обстрелов, без всего. Мгм. М, Через какой район Куда? в Украину вы зашли Ну, из куда Российской конкретно? Федерации? Харьков или Херсон? Вообще попали вот на территорию Украины? Из Через Белгорода? Да, с Белгородской Белгород. области. Так, в Херсонскую область вы зашли. Да. О, видите, а у вас все это время рассказывали, что вы должны защищать Донецкую и Луганскую. А попали вы в Херсонскую. Да. Чего у вас все как-то, ну так, все время не клеится, а? Говорят одно, получается по-другому все время. Ну, как-то вот это не нам, обычным солдатам и людям, как бы это может выше там. У российских людей вообще такой менталитет странный. У вас, когда спрашиваешь какую-то такую вещь, вы все время, это выше, вы выше, это высшие материи, мы вообще не в курсе. Ну вот мы почему-то можем подумать над этим, над всем. А вы что, вы не позволяете себе? Или как? Почему позволяем думать? Ну давайте попробуем позволить себе подумать и порассуждать. Вот. А зачем? Ну ладно, хорошо. Зашли вы в Херсонскую область. Там вы что делали? Стояли, ну, на второй линии и все. И все. Да, ну, как бы второй линии, как бы вторым Мгм. эшелоном стояли. Не было ни обстрелов, ничего. Ну, как бы в нашу сторону, да. Мгм. Как бы и то. ну, Это же у нас впервые представитель ПВО. То есть тут интересно вообще узнать, что это. Именно тот, который защищается, да? Вот, да? Ваша задача как ПВО. ну, стрелок зенит, ну, это ПЗРК «Игла». Вы должны сбивать вражеские ракеты, Да. правильно? Или снаряды? Нет, какие-то? самолеты, вертолеты. А, В плане самолеты, такого, вертолеты. Что-то сбили? да. Нет, не было. А хоть раз в что-то стреляли? На территории Украины нет. Ни разу. На территории Украины нет. То есть вы, получается, стояли все это время, по вам стреляли, вы нет. Да. Мы Мгм. Понял, а дальше куда вы вас перевели? все, и там вот я попал, получается, между деревней Хохловка, Украинкой, я попал в плен. Между деревней Украина Украинкой, да. и, Херсонская и область. Херсон, да? Ну да, получается, там деревня, и мы ехали, Мгм. искали машину, ну, вторую, как бы, за танком, и мы заехали. А чего искали машину? Ну, связи не было. Вот. Попали под обстрел. Меня вот ранило. Хорошее оснащение, да, у вашей армии? Ну, если связи даже нет. Ну, видно, перебои какие-то были, А. что ли там, как бы я вот этого не могу сказать. Мгм. Так, ехали. Ранило. И все. А с чего по вам стреляли? На чем вы ехали? Сколько вас было? Ну, расскажите нам историю, чтобы потом же будут кино снимать, людям интересно. И помимо того, что кино будет снимать, вам есть смысл рассказать интересную историю, чтобы мы этот ролик выложили. Как вы знаете, у нас много роликов, которые, по сути, сейчас есть конкуренция между вами. Это За способ- публикацию. Да, это способ доказать того, что вы живой. Я так понял, что супруга не знала, что вы в плену.
Понимаете, как это происходит? Вы, когда попадаете на наши видео, ваша супруга берет эти видео и идет к вам туда, и вас заносят не просто в список пленных, а в список на обмен. Людей, которых надо обменять. Она Соответственно. ответила, назвала меня Господи. Я говорю, добрый. И наложил фотку, она пишет, здравствуйте, Господи. А я ей пишу, я не Господи, журналист из Украины. Ваш муж в плену. Разговаривать будете? То есть она ответила, ждет звонок. Это была попытка шутки юмора от Дмитрия. Так, ну. И расскажите, говорю, вот хотя бы эпизод попадания в плен, так, чтобы он был понятен. Ехали за танком Т-72. Так. На Не чем ехали? Т-70, Т-62. На чем Вот. ехали? На МТЛБВ. МТЛ было. Сколько вас было? Ну, в пределах около 12 человек. Около 12 человек. Да. Так, сверху ехали, наверное. Сверху, да, на броне. Ехали. Искали второй металл, чтобы, наладить связь. И Второй металл это кто были? МТЛБВ, там был командир роты пехотной. Так. Вот. А мы, как зенитчики, были приданы пехоте на прикрытии. Я так понимаю, отсутствовала определенное время связь, и вы решили их найти. Их надо было, их найти, потому что долгое время связи не было с ними. И все, и мы начали движение, и поехали в сторону, там школа была. Вот, в ту сторону. Поехали, проехал танк, все нормально. Мы ехали сзади танка, и был хлопок, резкий такой. И мы, получается, проехали дальше, и началась стрелкотня. Мы с МТЛБВ спрыгивали и начали разбегаться. Я побежал в правую сторону, там тоже стрелкотня была. Перебежал через другую сторону дороги, вот, и было здание, и по зданию тоже начали стрелять. Я побежал за школу. Бегу за школу, вот. Стою у ближнего угла. И вот эти, кто со мной был, люди, военнослужащие, они бежали, побежали дальше за другой угол. Там велся, там был огонь. Вот. После они перебежали, я побежал за ними, за дальний угол. И бежал, в общем, запнулся и упал, начал ползти в ихнюю сторону. И получил ранение в плечо. Вот, в плечо и в щеку. Теперь хотя бы понятно, что у вас со щекой и с рукой. Вот, получил ранение. И кричал, помогите. Они отстреливались. И меня потом на какое-то время, отключило чуть-чуть. Вот, видно, может, от крови потерял. И все, уже глаза потом открываю, смотрю по сторонам, идет как бы все равно стрелкотня, а уже моих не было, они ушли. Вот. И как бы все, и потом я лежал, меня военнослужащие Украины взяли, подняли, завели в школу. Нелегко вас было поднять. Вы сколько весите? Нет, я сел на попу-то сам. Вот. Спасибо. Они кричат, руки вверх, я говорю, мужики, я одну могу поднять, вторую нет. Вот, они подошли, оружие где? Я говорю, вот лежит. Оно уже без магазина, ни магазина, ничего не было на нем. Вот, встал, завели меня, и оказали первую помощь. Нацисты. Военнослужащие Украины. Нацисты. У вас же говорят, что нацисты. Ладно, понятно. Все, оказали первую помощь, дали воды попить. Своих не бросили, получается, у вас, ваши. Есть же такой слоган в российской армии: своих не бросаем. Да. А с вами что сделали? Они ушли, может, они думали, что меня задвухсотило или что. Потому что меня отключило. Я не полз уже. Понял. Не бросили, потому Всё что нормально, думали, да. что за 200. В Мы копилку. собираем коллекцию. Мы собираем в коллекцию к слогану «своих не бросаем». Примечание есть. Слоган «своих не бросаем». Мы собираем примечание. Вот еще одно примечание. «Своих не бросаем» в том случае, если они не 200-е. Так? Нет. Не, если не погиб. Сложные А 200-х истории. забирать не надо. Есть вопрос от Лесі Н. з Хмельницького до вас. Що б ви одягнули на похорони Путіна? Що би ви одели на похорони Путіна?
Вопрос от Леси Н. На Н фамилия. Из города Хмельницкий. Что бы вы одели на похороны Путина? Я не знаю, что сказать на это. Как бы, ну, вот представьте, похороны Путина, что бы вы одели? Не знаю. Шорты, например. Я бы одел шорты. Ну, я бы как-то явно празднично оделся, точно. Ну да. Постарался бы. Может быть, даже костюм специально заказал какой-нибудь. С шортами. Чтобы пошили красиво, знаешь. Празднично. Еще Леся передает хуй вам, а не Украина. Это понятно? Да. Давай звонить. Даю звонить. Мама ваша пока не отвечает. Ну, это надо, наверное, чтобы жена позвонила сначала. Ну, я ей написал. Да, и я сначала скажу, объясню, что мы, кто мы. Что-то сбросила. Просто звонить, да? Да. Господь звонит. Добрый день. Алло. А, Здравствуйте. Меня зовут Владимир, я журналист из Украины. С мужем хотите вы поговорить, правильно? Да, Муж ваш в плену, запись, разговор идет под запись и для публикации. Вы услышали? да. Да, передаю. Привет, жена. Артём, как ты? Да нормально все. Не плачь. У тебя что, на очке? Все, не плачь. Плачь. Как там с тобой общаются? Нормально. Все хорошо, все нормально. Кристин, Да. Ой, что будет? надо, я не знаю, что, как там, чтобы у меня на обмен подали документы и все. Все сделано, Артём. А? Все сделано уже. Так ты в курсе была, что я в плену или что? Да, твою фотографию выставили в Телеграме, да. Я сразу это было в воскресенье, все сделано, документы поданы. М. Ага. Мама нормальная? Нормально. Все как бы все очень переживают. Нормально. В общем, нормально мы как бы. Ты первый этот самый, кого показали. Да? Да. А что, еще кто есть? Да. Ну, нормально, Кристина, все. Так же, как и ты. Вы сейчас пытаетесь на шифрах как-то разговаривать? Нет, она просто... Вы думаете, мы не знаем? Так в плену они? Да. И тоже они вышли на связь. Вот. Все За понятно. это из-за них не переживай. Короче. Ну, меня просто Кристина плечо ранила. Да угомонись ты, не плачь. Я просто так переживала. Я не знала, сколько дней не спала. Первые дни вообще было так тяжело. Все нормально. Мне тут сказали, чтобы я не похудел, понимаешь? А у тебя, скажи, у тебя кроме щеки еще есть какие-то ранения? В плечо. Сильно? Да, нормально. Ну что, мне не показать тебе ничего. Там все заделано, оказали первую помощь сразу. Ну, касали, да? Да, когда ранило. Когда ранила, свои бросили. Но они это уходили, да. Вы расскажите ж правду, что ваша жена знала, что своих не бросают, вас Они, бросили. видимо, ушли. я так Они понял. ушли, да. Меня отрубило, когда я кровь потерял.
Вашего мужа тупо забыли. Ну, точнее, просто оставили, как и остальных. Это Вот. нормально. И ну, меня подобрали и оказали первую помощь. У меня, ну, еще перелом, короче. Так все нам. Да, все нормально. Жена, я с плена когда передадут меня, мы с тобой повенчаемся. Что, не слышу? Ты не плачешь. Колотай банкой. Дайте я задам один вопрос, а вы пока успокоитесь. Ваш муж хочет вам сказать, я так понимаю, что это очень эмоциональное, потому что ему немного тяжело говорить. Можно вам вопрос? Да. Скажите, пожалуйста, а зачем российские военные идут в Украину убивать украинцев? В чем смысл? Я не знаю. Я не знаю. Знаете, сколько в Украине погибло из-за них людей? Знаете, сколько людей погибло в Украине из-за них? Не знаете? Ну, посмотрите в гугле, вам будет интересно. Только не из российских источников. Сколько детей погибло, женщин, беременных женщин, стариков, мужчин? Тысячи. Зачем эта война нужна? Как вы думаете? Я не знаю, зачем мне нужно. Не, ну вы же смотрите, наверное, какой-то там телевизор, вам же это как-то объясняют, наверное. Ну, честно, телевизор, новости как бы такое не смотрю. Я, ну, вот, последние дни только я смотрела в телеграм-канале, вот искала какое-то что-то, хоть найти мужа как-то. Я понял. Ну ладно, посмотрите это интервью у меня на канале. Владимир Золкин меня звать. Золкин фамилия моя. По-английски там введете, увидите. Да и по-русски, в принципе, оно определится. Можно задать тоже вопрос? Да, пожалуйста. Там нормально, да, вообще обращаются? Так расскажите. Ну вот ваш муж вам расскажет. Нормально, Кристина, не переживай, все хорошо. Я же тебе говорю, мне сказали, чтобы я не похудел. Как ты думаешь? Все нормально, не переживай. Мы Артём очень сильно любим. Я вас тоже Не знаю, люблю. позвать детей не позвать не надо? Не знаю. Ну давай. Арсений, Богдан! Иди сюда. Скорее, бегом, иди сюда. Ой, смотри, кто звонит. Смотри, кто Привет. Это дома. Ага. Это дома. Арсений! Это попил папа. Я тебя тоже. Дети. Я на работе, Богдаша. На работе? Синий мультики. Не, так вы правду скажите, что вы в плену. Арсений! На войне. Иди Я сюда. в плену, Богдан. Говорите правду. Жить надо по правде, как говорили. У кого ж правда, тот и сильнее, вы же знаете. Вы оккупант, который пришел убивать нас. И вы попали в плен к фашистам. Надо Вы пришли правду освобождать от нацистов, а эти нацисты, так называемые, вместо того, чтобы с вами что-то делать, вот дают вам с женой, с ребенком поговорить. И не только вам. Ладно, жена любимая, передай всем привет. Подождите, вы там начинали про что-то говорить, про повенчаться, я даже... Да, жена. Я приеду. Повенчаемся. Вот шоу. Артём. Это нас впервые? Это свадебный марш. Это На венчание такое не Это ставят. Нету такого. Я понял, ты же это самое. Да, жена любимая. Ждем, любим очень сильно, скучаем. Хорошо. Там маме... Все. Все, угомонитесь, не переживайте, здесь нормально относится. Кристина, маме там писали, скажи, что если что, я в следующий раз ей, может, напишу или как? Или позвоню. А Егора ты не знаешь, где? Нет. Основываясь на практике 450 интервью, его тоже забыли где-то.
Так что так, жена любимая. Маме не стану звонить. Скажи, что звонила, что все хорошо. Хорошо? Ну, ты же еще позвонишь. Я не знаю, Ну, наверное, дадут. это же хамство. Шампанское. Поняла. Ну, будут давать, как бы, да, звонить там, писать. Так что все, я вас люблю, Пить целую. энергетики тогда, когда я не Тебя тоже пью. очень любим, целуем. Держись. Давай, все, пока-пока. Всё, Давай. Вот пока не забыл. Почему вам говорят, чтобы вы не похудели, знаете? Я вам Ну, покажу. чтобы я понял. Смотрите. Вот это вот у нас был Нам сегодня тоже на показывали. интервью такой человек. Брашкин Александр. Вот смотрите. Кормить не кормили, давали только воду пить, бутилированно. Мгм. Кормить не кормили, Это он попадает в плен. давали только воду Обратите внимание на лицо. бутилированно. Кормить не кормили, Это он в плену на давали интервью. только воду пить, бутилированно. Выросло чуть, да? Кормить не кормили, давали только Это госпиталь. А Я это видел. уже после возвращения с плена. Да, мне сегодня показывали с утра. А кормить не кормили, говорит, только воду давать будем. бутилированную. Он находился там же, где вы сейчас находитесь. А знаете, не страшно, что эти люди приезжают в Россию и врут, заставляют, ну, говорят то, что их заставляют сказать. Мне кажется, он улыбается, он даже понимает, какую чепуху он несет, да. Ну, да, это даже для всех очевидно. Не это страшно. Страшно, что ваши так называемые товарищи не думают о таких, как вы, которые остались здесь. Они не подумали случайно, что вам могут как-то усугубить условия вашего содержания? Ну, я не говорю о каких-то там издевательствах и всем остальном, этого у нас это неприемлемо. Ну, например, вот им раньше давали сигареты в неограниченных количествах, они здесь курили. Они не думают о том, что вам могут просто перестать давать эти сигаретки. А курящим будет тяжело. Ну да, Вы курите? да. Ну, теперь еще и плен со здоровым образом жизни. Но это ваши товарищи, они вернулись, их жопа, я извиняюсь. В тепле все нормально, все, им уже ничего не угрожает. Да. Так где же своих не бросаем? Объясните мне. Даже в плену кинули. Просто у меня я даже слов цензурных подобрать не могу. Просто униженные, опущенные мрази. Вот и все. Все, что я могу о них сказать. Потому что я с ними сидел здесь, разговаривал так же, как с вами. И они мне тоже рассказывали. Никаких нацистов, там ничего нет. Да? Приезжают туда и как по копирке. Нужно победить этих нацистов, остановить этот беспредел, который там происходит. То забей дуло там и иди, ну ты вернулся, все, иди живи себе как хочешь. Мы же эти интервью делаем, чтобы войну остановить. А как же она остановится, если они туда приезжают и продолжают рассказывать все то же самое? Только они уже на смерть не поедут. Они уже своими словами провоцируют других людей поехать сюда, убивать или же погибнуть. Вы понимаете, что вам еще в принципе-то повезло? Да, мне повезло. Что ваша жена говорит про других? Она говорит, все нормально там, да? Тоже в плену. А, в плену все-таки. Да, только непонятно где. Так непонятно где. Ну, у нас все, скорее всего, будете в любом случае на лагере. Просто лагеря уже переполнены. Ну, мы создали один, теперь второй. Они переполнены. Мы хотим вас отдать в Россию и забрать своих людей. А они в России там что-то не очень сильно хотят вас забрать домой. Странно. От себя передайте что-нибудь россиянам, которые вот как вы, которых вот как вы сюда отправляют. Что хотите. Подумайте головой своей. Больше ничего не могу сказать. А вы думали, Вы думали головой? чем вы думали тогда? Чтобы мы понимали тоже. Получается, что ничем. Ну, хотя бы По ваша, существу... ваша мать типа прочитала, но не отвечает. Ну, Ну, я, так наверное, уже жена. там все наверное, передаст. да. Ну, тем более Или она- ты хочешь тем еще один более она- разговор записать? Тем более она сбрасывает. Нет, Ну, она- всё. Не надо с ней. Все, как, ну вы просто дали 2 телефона, вы просили. Хорошо. Я как порядочный на Все, есть от себя что-нибудь добавить? Всё. По желанию. К вам какие-то вопросы? Нет, нет. Раз, два. Спасибо большое вам.
Пожалуйста.